очень интервью. Я не люблю говорить, потому что я говорю телом. Я знаю, как выражать эмоции, мысли, свой весь внутренний мир и потенциал я выражаю движением. И этому учусь, и это совершенствую. Но когда обретают это слова, я потом после этого себя слушаю и думаю, ну что вот ты говоришь? Это все же не так, как ты чувствуешь и думаешь, потому что через движение ты намного больше можешь рассказать, намного можешь больше дать, и поэтому люди приходят за этим в театр. 5000 смотрят на вот это вот, не только человека, они смотрят на его движение ресницы, может быть, даже на его поворот. Насколько ты должен этим владеть, контролировать и совершенствовать с тела, чтобы это произошло, чтобы все 5000 именно следили за этим поворотом головы. Вот ваш. Пожалуйста, ваш Петербург, наслаждайтесь нашим серым небом. Я избрала себе тактику, что я постоянно уезжаю, поэтому постоянно скучаю, постоянно с таким удовольствием возвращаюсь. Моя вся жизнь, она в путешествиях и переездах. Только вот коронавирус нарушил эту систему. А почему люди так вот скучают по Петербургу? Вот почему вы здесь скучаете? Не знаю, что-то это, наверное, в нашем, ДНК, я не знаю, какая-то вот любовь к этому городу, вот ощущение вот этой атмосферы, даже в этой серости. Я понимаю, как она иногда угнетает, но в этом все равно есть какое-то чувство питания. Какое ваше любимое место здесь? Ну, какой? Ну, Мариинский театр, конечно. Как? Я живу в зданиях. Сначала жила в Зодчего-Росе здание, потом в Мариинском. Вообще, я очень островной человек. Я вот так давно уже живу на Васильевском острове. Здесь такая островная история. Вроде в центре, а вроде обособлен ощущение вот этого островитянина. Оно как-то меня тоже очень достаточно успокаивает от вот этой суеты и ритма моего. Мы должны решить, какой будет цвет. Это нетрудно решить, потому что в Питере это как-то черно-белый. Это возможно? Черно-белый? Возможно. Для вас возможно все. Приезжая в Нью-Йорк, я совершенно не могу носить черный цвет. Там просто вот он несовместим. С Нью-Йорком черный цвет? Да. А с Питером? А с Питером одеваешь другой цвет, ой, что-то не то, что-то хочется снять. Одеваешь черный, ой, все хорошо, все прекрасно. То есть черный здесь дает какие-то оттенки, настроение, стиль, какой-то линии, да, архитектурные. То есть вы себя между Адилей и Одеттой чувствуете? Нет, Адиля и Одетта — это все-таки не про цвета, а про зло и добро. Слушайте, я с изумлением для себя узнала, что есть вариант, в котором добро не побеждает. В «Лебедином озере». Хотя Григорович в 1969 году поставил уже именно с трагическим концом. Музыка написана на трагический конец. Хотя уже «Спартак» гиб, Ромео и Джульетта умирали, Жизель сходила с ума в спектаклях. Но послевоенная вот такая история, которую в театр люди должны прийти за хорошими эмоциями, и чтобы ни в коем случае их ничто не расстраивало. Вам какой больше нравится финал? Ну, конечно, трагически. О чем вы говорите? А еще мне безумно нравится, и мне повезло станцевать «Лебединое озеро» как иллюзия. Это о Людвиге Баварском. Это у Наймайера «Лебединое озеро» поставлена история Людвига. И вот связано с вот это вот его иллюзия, в которой он все время пребывал, строил себе замки, лебединые озера. И вот там невероятно трагическая последняя адажио. Ну, просто на разрыв. Ты даже не можешь его репетировать, настолько оно разрывает тебя эмоционально. А почему мама отдает девочек в балет, чтобы они вот такие были, вот такие? И это совершенно завораживает мужчин. Да, впечатляет. Ну, не знаю, когда я своего папу спрашивала, а что, да, для тебя женская красота? Ну, кто-то говорит, да, фигуры, глаза. Вот мой папа сказал талия. Это так, мне кажется, это так ушедшая такая в прошлое история. А действительно, в советское время я помню, как моя мама крутила обруч дома. А еще это была, помните, тарелка, на которую становишься, вот так вот делаешь. Да. То есть для нее был фитнес дома, это крутить обруч.
Забавно. У нас была комната-то не так много места. Обруч был железный. И я, естественно, пародировала это все. Я все время задевала какие-то углы мебели. Меня за это сильно ругали. Есть фотка, на которой вам, по-моему, 5, да, что ли, лет или 4. Вы в гольфах в таких. Да-да-да. И, значит, вы какую-то ласточку делаете. Это вы уже занимаетесь балетом или еще нет? Ну, балетом громко сказано. Я была в студии хореографии, тогда называлась «Кружок». Да, кружок. Я была во Дворце пионеров. Я ездила из веселого поселка, из новостроек, где мы жили, где родилась. Я ездила, да, 1,5 часа. Веток метро в то время еще не было в новостройках, где мы жили. Это занимало очень много времени, поэтому я была такой прям ленинградкой из новостройки. Когда я уже 18 лет стала жить самостоятельно, то я уже стала петербурженкой. Потому что я переехала в центр. Совершенно два разных, естественно, города и ощущения города. Я попала в класс как раз-таки иногородний, поэтому люди не только с новостроек, они со всего Советского Союза. Вот. А вот с этой фотографией, да, это я во Дворец пионеров имени Жданова. Там началась моя карьера. Чье это было решение? Ваше или папы, которому очень нравится Италия? Папа вообще, что касается танца, балета, он был так далек, он даже не понимал, с чем там девушки его развлекаются. Нет, это была мамина мечта, иллюзия, я бы сказала, потому что она не совсем понимала, что такое театральный мир, что такое вообще сцена и вообще жизнь балерины. Я всегда рассказываю историю, мама говорит, ну какая прекрасная профессия, вечером станцевал, весь день свободен. Вы часто вспоминали это? Потом? Ну, это как бы, да, такая шутка. Я помню, знаете, это в то время, в детстве все же делали эти стенгазеты по праздникам. Я там что-то вырезала. Я помню, мы вырезали балерину, приклеивали мою фотографию и писали «Мамина голубая мечта». То есть мы издевались над этим. Ну, я как-то достаточно послушна была, и мама повела. И вот мне обидно и жалко, что я не заглядывала в какие-то другие двери Дворца пионеров, где, например, там пели, стихи читали, еще что-то. Почему-то я вот целенаправленно меня отправили в хореографию, я туда и ходила 3 раза в неделю. Вы при этом отличница в школе. Нет, отличницей я стала, когда я попала на зодчего Росси. Во мне проснулся вот этот лидерские качества. Какой-то бунтарский, во-первых, наверное, дух. Прежде всего открылся то, что меня не взяли. Багановское училище. Да. Вот не взяли раз, не взяли 2. На 3-й раз взяли, и у меня вот это какая-то, видите, закалка характера и какой-то целенаправленности, что нет, туда надо все-таки попасть. Я не знаю почему, я не знаю, что будет дальше, но я понимаю, что туда надо мне попасть. Мне надо попасть в этом здании и остаться, потому что меня совершенно это невероятно впечатлило, девочку из новостройки, и почему такой ажиотаж, почему 90 человек на место, почему со всех республик всегда сюда приезжают, и все рыдают, кто не попал. Меня это очень сильно впечатлило. А вы не рыдали? Нет, я не рыдала. Я была как-то очень обескуражена и совершенно недовольна тем, что меня не взяли, потому что этого хотела моя мама. Вот. И я говорю, мама, а что надо-то? Говорит, я сама не знаю, давай спросим. Мы стали вот это узнавать, она стала с кем-то знакомиться, с более уже профессиональным кругом, что надо, оказывается, дополнительно заниматься, нужны какие-то физические данные. Говорили, данных нет, природы нет, чтобы эта девочка стала балериной. Что надо? Надо то, выворотность, шаг. Эти понятия мы не знали. Прежде всего, ребенка сажают в плие и смотрят, насколько у него... Если у него попка торчит, значит, у него выворотности нет. Если он как лягушка, значит, у него выворотность есть. Значит, тазобедренные суставы развернуты и голеностопные суставы развернуты. Это дарвинизм какой-то. Конечно. Ну, а балет – это очень такое искусство для избранных даже природой, прежде всего. Они должны быть гибкими, пластичными и выворотными. Но другое дело, что в итоге мое тело оказалось по итогам дальнейших его жестких с ним перипетий, оно оказалось к тому, что эту выворотность я смогла развить. Этот шаг я даже дома, в домашних условиях с мамой, мы это все развивали под каким-то взглядом профессионалов. Я перешла в более профессиональную студию из Дворца пионеров в ДК Горького.
Вот, как-то мы стали заниматься на дому каждый день. Я помню, что мама говорит, ну давай сегодня-то не позанимаемся. Я говорю, нет, мы будем заниматься. Оказалось еще, что в позвоночнике у меня не все хорошо, и мне поставили такой диагноз, что я в 16 лет согнусь и не разогнусь. При этом я выбежала, говорю, мам, ты представляешь? Мама подделала снимки. Да, то есть потом она переписала карту медицинскую. Всем институтам ее переписывали, потому что, знаете, врачи же почерки. Вот она, да. Ну, я не знаю, что маму толкало на это, потому что вот какие-то там определенные диагнозы, детские болезни, они были непроходными для этого заведения. А это у мамы были такие амбиции, или она реально не понимала, на что... Нет, не понимала. Нет, это не были амбиции. Она прекрасно это... То есть она не поняла, чем это может обернуться? Не знаю, я говорю, вот как-то вело ее какая-то вот такая судьбоносная линия. Как-то это очень все воспринималось как-то легко. Это не было какой-то вот такой вот, нет, ну, карта не подходит, надо переписать, снимок не тот, надо... Смекалка русская, она же, как говорится, во всем. Ну, короче говоря, все к лучшему, потому что если бы я поступила в первые 2 года, я бы попала к другим педагогам. Там же идет, меняется, да, как в курсах, это мастер, да. Мастер. Я попала к тому педагогу, который через всю жизнь меня провел и со мной, и стал моей крестной матерью, поэтому... Она вас за глаза же взяла, да? Да, да. Ну, в это заведение, в эту школу за красивые глаза точно не берут. Но она увидела внутри вот... Я потом вспоминаю, что каждая встреча с хореографом, она тоже происходит через вот это вот, через глаза. И не через глаза красиво, а через глаза, которые вот окунаешься туда внутрь человека, в его нутро, в его какое-то вот будущее. То есть предвидение того, что сможет ли у тебя быть с ним контакт и какой этот творческий контакт сложится. А Ковалева стала, наверное, еще как бы и не просто с педагогом, но еще и подругой, да, и старшим товарищем, вот кем-то, кто держит за руку, потому что маме же там нету. Ментор такой, да. Это вот как у каждого ребенка, помимо семьи, должен появиться этот учитель, потому что ты не можешь, родители не могут стать учителем. Даже если это происходит, это какое-то не совсем правильное, мне кажется. Должен появиться этот учитель-ментор. И у меня он появился. У меня появился этот человек, которому я верила безоговорочно, и он в меня верил. Хотя все вокруг говорило об обратном. Я был полный нестандарт того, что происходило в школе, что не понимали, как эта девочка, у которой ничего нет, почему достигает. И также она не понимала, что как-то я достигаю результатов. Мне кажется, что это такое оскорбительное это отношение людей, которые ходят на классический балет, когда считают, сколько будет оборотов, ну, когда да, сравнивают тоже технические показатели. Ходят в Ля Скала. Ну, есть какие-то все равно, да, стандарты, ориентиры. Ну, во-первых, все равно, если она не делает 32 фуэте, то, в принципе, да, как-то она не может танцевать «Лебединое озеро». То есть это, да? Это технический арсенал, хотя были балерины, такие как прекрасные, там, Дудинская, Сипенко, они не делали фуэте, они делали круг. Но все равно должен быть определенный трюк, потому что это заложено, это бравурность Адили, ее победы, то есть это должен быть вот этот вот технический трюк. То есть если она этим арсеналом не владеет, она просто не достигает статуса балерины. Жестко. Ну, жесткости очень много. Есть стрессоустойчивость, есть как человек справляется с волнением, и насколько он может выдерживать нагрузку. То есть, если одно дело там у тебя дома в Мариинском театре, может быть, там спектаклей, не знаю, сколько сейчас, 3, 4 или 5 там, в месяц, то на гастролях они могут быть каждый день. Сколько ты можешь вот так восстанавливаться и действительно быть таким солдатом, бойцом, и физически выдерживать это все. Вся природа до сегодняшнего дня, когда я узнаю о своих, как говорится, эндокринной системе, там, я не знаю, о своих костях, когда я уже совершенно в зрелом состоянии могу это все, как говорится, анализировать, то по всем показателям я не могу быть балериной. Мне нельзя физические нагрузки. У меня природа совершенно не способна к балету. У меня, в общем, и в то же время
Я невероятно стрессоустойчивый человек. Я мобилизуюсь в момент волнения и стресса. Это очень тоже неотъемлющая часть, потому что человек может быть способен совершенно фантастически пластичен, но он не стрессоустойчив. И все, он не может быть примой балериной. Потому что это перегрузки не только физические, это психологические. Я видела видео, где вы репетируете что-то, что-то у вас не получается. Я не знаю, что, но что-то у вас не получается. Вы плачете. И вот буквально через несколько секунд, то есть вы плачете, и со словами ничего не получается вообще. После чего вы вот так вот вытираете, значит, эти слезы, и дальше там, через еще 1,5 минуты у вас получается. Ну, эта безысходность, она постоянно с тобой рядом вот сидит, вот с соседом. И, ну, ладно, там я уже достаточно очень зрелая балерина, я знаю, о чем вы говорите. Но в То есть детстве... сейчас вы уже не плачете на репетициях? Нет, почему? Я могу, да. То есть действительно постоянно что-то не получается. Но все равно я понимаю, я уже очень много знаю, опыта у меня. Но, естественно, ты когда берешься за что-то новое, ты все равно начинаешь с нуля. И, конечно, ты сталкиваешься с этим определенной ломкой, какой-то внутренней депрессией. Нынешнее поколение, они не готовы себя вот к этому на истязание отдать, на какую-то вот эту работу вот нацеленную. Нет, они хотят быть звездами, они хотят, вот, чтобы было вот фолловеры и все. То мы совершенно другие были. Вы как поколение или вы лично? Ну, я думаю, что все равно, я же все-таки человек этого своего поколения, я думаю, меня как-то воспитывала в лучших качествах и система советского периода, и система того же заведения имени Вагановой. Жесткого, страшного? Ну, это как подходить, понимаете? Конечно, если мы берем Америку, где нельзя дотронуться до ребенка, и тебя могут в харассменте обвинить, но это же полный абсурд. Телесность – это самый телесный жанр искусства, где ребенку нужно показывать каждую мышцу, ее нужно действительно дотрагиваться, а иногда просто вот шлепнуть или воткнуть этот ноготь, как нам это делали, потом такие синяки, подтеки. Или если у тебя голова не поворачивается, тебе ее так повернут, что ты ее на всю жизнь запомнишь, как поворачивать. А если не запомнил, тебя выгонят. Но в этом не было жестокости, была жесткость. В этом не было какого-то унижения. Вагановское училище для вас не было травмой? Ну, сейчас, анализируя, я, конечно, понимаю, что там очень много травмируют детскую, да. Но я ничего... Потом ты с этим как-то себя из этого вытаскиваешь. Начинается театральная жизнь, ты совершенно уже по-другому к этому относишься. Ну, тебе закладывают такой мощный фундамент. И спорт и балет – это равноценная история. В этом есть дисциплина, и сладким пряником или каким-то ласковым ты не добьешься результата. А время очень ограничено. И ребенок, он действительно хочет побегать там. Но мы выходили из зала, и профессиональный урок заканчивался. Мы прекрасно проводили время, бегая по коридорам, и чем мы только там на головах не стояли. И как-то я не могу сказать, что мы были какими-то забитыми синими чулками. Мы прекрасно проводили время. Столько было счастья и радости. Но то, что касалось в этих залах профессиональных, это была другая жизнь. Это ты заходил, и ты понимал. Но тебя никто там не держал. Тебе в затылок 90 человек дышали. Я плакала лишь потому, что я не смогу так станцевать. Вот я смотрела спектакль, смотрю... Вот на кого вы смотрели? Ну, все то время, Салмуратова, Мезенцева, Терехова, да все звезды, которые вообще, я всех знала, все, кто танцует трио, все четверки, все кардебалет, у меня были все любимые. Я ходила с этими программками, подписи мы собирали, этими девочками бегали. И я смотрела, и я рыдала. Что ты, Дон Кихот, это прекрасный спектакль, радостный, что ты плачешь? Я говорю, ну я никогда в жизни не прыгну так, вот как она так красиво прыгает. Вот. И меня это дико расстраивало, я все время хотела бросить балет, потому что я понимала, ну что там оценки, ну что там лучше ученица, ну я никогда так не сделаю. Мы сделали. Ну, конечно, еще как сделала. Я понимала, что я так не смогу. И даже если бы я спросила своего педагога, она мне бы честно сказала, ну, не расстраивайся, ну да, это тебе не дано. Боже, какой кошмар! Какой кошмар! Когда я первый раз приехала на конкурс в Лозанну, и когда мне ставил номер Игорь Бельский, тогда был он художественным руководителем школы,
И вдруг я вижу, маленькая девочка, она танцует Неймайера. Для меня это как будто вы вообще, то есть это как, это вот великий Неймайер поставил для 15-летней девочки, она танцует. То есть это да, у меня уже это отпечаталось. Я думаю, боже, я тоже хочу, чтобы когда-нибудь кто-то на меня поставил. А здесь можно, оказывается, и вот так вот. И, конечно, после этого конкурса у меня приобрелась это имя и известность. В Японии меня вообще как принцессу принимали. Я сначала не поняла, что такое, почему меня на все телевидения, на все интервью, все в лучших ресторанах меня кормят. Вот. То есть это просто Лозаннского конкурса. Да, героиней в Японии, потому что в Японии это самый популярный, известный конкурс для детей. Уже меня на конкурсе, естественно, там был и Неймайер, и мое имя уже, оно в сферу мирового контекста. И вот вы видите перед собой живых Неймайера и мое. Да, и все, вот я влюбилась в мое. Там были безумные, как потом мне рассказал, споры, и мне не хотели давать, ну, там же всякие какие-то политические свои игры, кому дать в этом году, что он сказал, вы можете как кого угодно там конкурировать с кем угодно, но вот эта девочка... Это мое сказал. Да, эта девочка получит золотую медаль, и вы увидите, кем она станет. А эту золотую медаль впервые за сколько-то за лет 10 вообще? лет, да, ее даже не было, ее отливали не отлили, да. Но самое главное, когда это все получила и приехала за медаль, я совершенно не дали себя даже почувствовать этим героем. Я так думала, сейчас наконец-то моему педагогу станет как-то легче. Боже мой, навалилось столько этого ревности и вообще всякой гадости. Вот, поэтому мы все время доказывали, что мы не верблюды. Какую правду нельзя рассказывать людям о балете? Ну, никогда никто не рассказывает детям действительно о болях. То есть все время ты сталкиваешься с этой болью на физическом просто даже уровне. То есть всегда что-то болит, ноги болят, мышцы болят, тело болит, спина. А как объяснить тогда, ради чего? Ну, ты вот... Ну, не ради же аплодисментов. Да нет, конечно. Ну, танцем должен заниматься тот человек, который он не может не танцевать, понимаете? Тогда это во всем нужно призвание. Любовь, желание, страсть и призвание. Если ты не можешь без этого жить, значит, вот тебе нужно вот как Нуриев Рудольф, вот буду и все, вот и хоть убейте меня, да, и пришел в 15 или сколько, в 16 лет и закончил экстерном и стал выдающимся. Да, есть пробелы в образовании. Вы видите у него пробелы? Ну, конечно. Это же не просто так придумали. Это не важно. Эти все пробелы, это я вижу профессиональным взглядом, но это не важно. Просто если ты даже год не доучился, то это тоже будет пробелом. Ты что-то упустишь. Или, смотрите, пробел даже. Вот ты берешь спектакль, и тебе говорят, слушай, там вот заболела балерина, вот у тебя есть шанс за 2 недели подготовить ту или иную партию. Ты можешь ее подготовить. Но балет готовится минимум месяц или 2. И ты на всю жизнь с этим пробелом, который ты подготовил эту партию за 2 недели, ты никогда этот пробел не восполнишь. Как бы ты ни работал над этой партией, да, ты ее будешь улучшать совершенно, но все равно пробел он останется, потому что это нужно потихоньку, постепенно. Во всем есть периодичность времени. Вот чтобы рука была красивой, это нужно сделать, я не знаю, сколько это нужно, но это нужно 500 или 1 000 000 раз сделать. И если ты периодичность этого количества не сделал, у тебя будет пробел. Я не могу прийти в себя, у Нуриева есть пробел. Блин. Как это возможно? Ну, в образовании, конечно. То есть недостаточно, я не буду углубляться в эти профессиональные детали. А вот у Барышникова идеальная школа. Хотя они учились у одного педагога, просто у Андреева не 8-летнее обучение. Вы никогда не жалели, что мама подделала документы, что вы попали туда, что вы вообще оказались в этой... Ну вот с моей стороны, как бы почти мясорубке. Ну, как-то я верила в свою путеводную, видимо, или маме я верила, в какое-то вот провидение. Мама у меня обладает огромной внутренней какой-то силой, которая по природе и по генетике передалась мне. Поэтому, будучи ребенком, я понимала, что она меня очень сильно оберегает и идет именно к тому, что
заложено в мне. Мы нечеловеческими, как говорится, силами. Конечно, я думаю, что в какой-то момент, когда мама все это уже увидела, она, конечно, наверное, внутренне, не знаю, надо у нее спросить, наверное, испугалась за своего ребенка. Так она просто вот меня оберегала, вела. Если я приходила с какими-то проблемами, она понимала, что внедриться в школу это совершенно исключено. Это не то, что сейчас родители могут прийти, качать права. Вагановское училище. Судами там это. Тут же тебя развернули бы, и это невозможно было сделать в то время. И мама находила пути каким-то образом мне вот какие-то навыки дать, что чтобы я себя чувствовала все равно уверенной, там, сильной. Тебе же нужна прежде всего поддержка. Катя, вы вообще моего мужа встречали? Нет еще. Ну, мы вот сейчас встретились. До этого нет, да? Нет, никогда. Когда вы говорили о том, что нужен тыл, нужна крепость, нужно все, это вы имели в виду Константина? И сначала таким тылом была, конечно, моя семья. Если в более таком 10-летнем, 6-летнем возрасте это была мама. Потом, когда я вот именно перешла из школы в театр, это был папа, потому что любые проблемы понимали, что они столкнутся с таким тылом, что мало не покажется. Вот. И, конечно, папа вел мои какие-то тоже менеджерские дела, потому что, естественно, в потоке контрактов и вообще этих всех своей административной деятельности я бы никогда в жизни... Ну, то есть я только проводила время в залах. Как-то он говорит, никогда не думал, что будут говорить не Виктор Вишнев, кандидат наук, а будут говорить Виктор Вишнев, папа Дианы Вишневой. В какой-то момент, когда я и из этого уже выросла, из-под папиной опеки, и какая-то началась личная жизнь, и эти разрывы сердечные и травмы, в какой-то момент я поняла, что нет, это невозможно. Или театр, или личная жизнь. И я как-то с этой мыслью сказала, а мне и хорошо как-то одной. Я как-то не готова еще к одним каким-то травмам и ранам на сердце. Вот. И у меня была какая-то травма ноги, я с ней мучилась долго. Ну и тут мне говорят, поехали, поддержишь нашу олимпийскую команду в Китае. Я говорю, а что делать? Я все равно не могу танцевать, а поехали. Потом все эти концерты какие-то накрылись, и мы сходили и наслаждались этими всеми китайскими стенами и музеями, шатрами китайскими. Вот. И говорят, там у Вичкина день рождения, он там приглашает. Вот менеджер Вичкина, Костя. Я говорю, я не тот человек. Я говорю, нет. А Вичкин – это хоккеист. Да, это наша звезда, самая главная в хоккее. Вот. И я занималась тем, что я меняла там наряды. Я набрала кучу нарядов и просто каждый вечер этим как-то себя развлекала, называется. Вот. И Костя все время говорит, что такое? Так все время такая, а кто это вообще? Ты что, вообще не знаешь? Это балерин известный. Как ты? Костя жил в Америке, занимался спортом всю жизнь. В общем, подошел ко мне и попросил сфотографироваться. Естественно, я сфотографировалась. На следующий день опять подходит, говорит, а можно перефотографировать? Совсем. Я уже представила, знаете, как человек на холодильник. Перефотографироваться. Я говорю, а что с той фотографией не так? Я говорю, я плохо вышла? Он мне говорит, нет, я плохо. Я думаю, совсем. Думаю, приехали. Думаю, ладно. Вот. И все, после этого я уехала. Он просто меня в такси, я загружала чемоданы. И он сказал, а можно я как-нибудь, я в Питере бываю, у меня друзья там спортсмены, марафонцы бывшие. И говорит, я знаю, что вы мучаетесь там с ногой, как потом он выяснился. Я хотела бы вам предложить, может быть, они делают какой-то удивительный массаж, потому что марафонцы именно знают по ногам, по икрам, и может вам поможет. И чудо свершилось. Мне действительно человек, которого мне другу своего порекомендовал, он меня совершенно это взял. Просто надо было так сильно сделать массаж, как никто другой. Только марафонцы могут это понимать и могут знать, как с этими икрами надо поступить. То есть получилось, что вы влюбились в человека, который... Я не влюбилась. Вы не влюбились? Нет, я не влюбилась. Мы просто обменялись контактами, и все. Потом этот человек приезжает. Человек никогда не был на балете, никогда даже не знал, что такое вообще балет. И вдруг этот человек на Жизель приходит с лилиями. А лилии – это Альберт выходит на могилу к Жизели с лилиями.
Я была потрясена. Я говорю, а почему лилии? Он говорит, ну не знаю. Во-первых, я лилии жутко не люблю, потому что они, естественно, пахнут. Но то, что он пришел на Жизель с лилиями, это поменяло все. Потом мы договорились просто встретиться в Питере. И он приезжает, и я ему не звоню, потому что я приехала. Это единственный раз, когда меня не встретил мой папа. У меня обворовали квартиру. Да, Костя приехал буквально на один день, и мы должны были в этот день встретиться. Вот. И я в этой жуткой ситуации, полиция, милиция, я все равно, он позвонил в 4 ночи, в 6 утра мы где-то здесь на Васильевском острове куда-то пошли, и как-то в эту проблему он как-то так раз и погрузился, и он стал каким-то этим, где-то в этой проблеме тылом, и стал какие-то такие действия, за что меня очень это удивило. Вот. А потом, когда уже какие-то действительно мы почувствовали друг друга, я сказала, что, знаешь, я все-таки решила, тебе это не надо. Ну, он американец, у него семья в Америке. Он, так, понятно, он был свободен, но все равно мама, и брат с семьей, и вся жизнь там, и он менеджер такого именитого спортсмена. Я говорю, ты знаешь, я все-таки решила, тебе это не надо. Я знаю, чем это закончится, я весь сценарий могу тебе... я уже была взрослая. А как вы предполагали, чем закончится? Потому что я на гастролях все время. Я все время в этом фокусе на себе и на том, что я делаю. И тут он меня как-то так осек и сказал, ты знаешь, я сам разберусь. Тут я как-то свои лидерские позиции потеряла и сдала. Думаю, Господи, слава Богу! Говорят о том, что вы специально вышли замуж за продюсера, чтобы сделать успешную Костя карьеру. не продюсер, да, он менеджер, но в тот момент я даже об этом вообще не думала. С моим именем уже в то время и потенциалом этого имени, где можно зайти, как он говорил, в любую дверь, и как-то ты будешь welcome. А как человек, который до этого никогда даже не был на балете, может погрузиться в этот очень закрытый мир? Менеджерская история, она везде одна. Да? Да, абсолютно. Другое дело, что он был совершенно удивлен то, сколько балерина работает, часов. И Больше, вообще, чем хоккеист, очевидно. Да, в разы. Вы с мужем, с Константином, назвали вашего сына Рудольф Виктор. Почему? Во-первых, имя несет для меня это огромную силу и значение. Это когда, как назовешь корабль, так он и поплывет. И я к этому очень подходила скрупулезно. И я понимала, что крови такие, как у меня татарская, русская, у моего мужа корейская, белорусская, русская, то явно Ваня у нас не получится. И мне хотелось красивое имя, мне хотелось редкое имя, мне хотелось, чтобы оно было двойное. Рудольф у нас родился в Америке, там все-таки не Рудольф Константинович, а там называют двойным именем. Я хотела, чтобы это было Виктор в честь моего отца, и Викторовна, и Виктор, оно очень такое победоносное. Но в итоге потом, да, все говорят, какое-то это в честь Рудольфа Нуриева. Но Рудольф как? Я, конечно, почитательница Рудольфа Нуриева, но у меня почитательница, знаете, по крови, не только как по личности, конечно, он совершенно неординарная личность в балете и вообще в человеческом геноме. Я стала читать про это имя. И когда я, естественно, древненемецкая, я думаю, надо же, как назвали, почему татарского ребенка назвали немецким именем. И мне безумно понравился перевод такого имени. Это значит «славный волк» или «смелый вожак». Я подумала, то, что мне надо. Я со своим лидирующим характером, я не должна задавить ребенка. Ребенок должен быть вожаком, не зная, с чем я столкнусь, сказала я себе. У нас родился, Руди. Рудольф называли Рудик, а наш как-то прикипело Рудико, Рудикоша. Он совершенно такой необычный какой-то. В общем, татарский, корейский крови, получился какой-то японец. Как вас изменило это? Кардинально.
вообще я изменилась, мое тело изменилось, я наконец-то обрела вот это вот какое-то совершенно другое тело, которое созвучно мне стало, моей гармонии какой-то. Вот. Конечно, какая-то мудрость появилась. А часто же бывает так, что балерины не рискуют иметь детей? Ну, в поколении советского балета, да. Сейчас по 2, по 3 ребенка и выходит, танцует. Да, вот как бы что не восстановишься, не войдешь в форму, изменится твоя форма. Это все, конечно, присутствует, существует. Но сейчас такое количество спектаклей, такой возможности, чтобы привести свое тело в порядок. Конечно, ритм жизни, питание, все как бы способствует, ну, то есть няни, бабушки, то есть все это как-то способствует тому, что ты можешь уделять время и себе, и профессии, и ребенку. То есть балет стал человеколюбивый? Ну, по отношению, особенно, главное, к женщине, да, потому что мужская история, я не знаю, все-таки профессия наша заканчивается к 40 годам, то есть мы получаем официальную пенсию после 20 лет стажа, в кардебалете после 25. И, в принципе, это как бы расцвет мужчины, мужского, как раз-таки начинается после 40 лет, а ты остаешься без профессии. Ну, конечно, если там единицы могут стать там педагогами, кто-то может, там, я не знаю, хореографов, но это единицы. Трагичные судьбы, истории, мне кажется, поэтому я не столь как-то вот нацелена, когда меня спрашивают, а ты хочешь отдать своего ребенка в балет? Я говорю, зажмурившись, говорю, я бы не хотела. Ну, дождь тут всегда прекрасен, но вот это небо, которое висит, и которое вот с утра тебе просто не встать, не открыть глаза, тебе нужно идти заниматься. Сколько часов вы в день занимаетесь? Ну, слушайте, когда я была молодая, по 8 часов занималась, сейчас 2-3 часа. Конечно, этому противостоишь, но все равно нужно выбирать, что танцевать, когда, и чтобы это было гармонично твоему все равно возрасту. Ты не можешь бегать как стрекоза в 40 лет, это будет глупо выглядеть, если ты будешь изображать себя. Джульетту. То, чем ты не являешься. Нет, ну Джульетта Уланова в 50 лет танцевала, и да. Вот тогда было другое время, туда были другие стандарты. Тогда никто не поднимал ногу, как привила нам Сильвия Гильем. Да, то есть мы же обалдели от этого, нам захотелось, то есть каждая личность, индивидуум в профессии, он меняет, он двигает вот этот прогресс и развитие. Если сейчас за эту ногу ругают, то стали мы потихонечку опускать. Но в то время, в мою бытность, эти все ноги поднимали, и поднялись до такой степени, что уже превратились как это художественная гимнастика. Сейчас идет тенденция ног опускания. Балет – это профессия молодых. Да? Классический балет, да, конечно. Конечно. Ну как, молодость, как выглядит тело. Я говорю, это при том, что, как говорится, мое тело, я его все время совершенствую и, конечно, очень серьезно, долго им и трудоемко занимаюсь постоянно. Чем старше, тем это более сознательно и сфокусировано. Но это не значит, что ты будешь... И мне не столь интересно сейчас это уже. То есть это пройденный этап, и прекрасно. Он был прекрасен. Слушайте, Диана, как вот жить женщине, которая 18, 20, 25 лет знает, что в 40 она уходит на пенсию? Ну, готовить себя к этому как-то. Все равно понимать, что жизнь на этом не заканчивается, но какая-то жизнь у тебя, да, умирает в тебе. Потому что ты очень много этому посвятил, отдал. И, да, Марта Грэм говорила, что танцовщик умирает дважды. Когда он заканчивает танцевать, он физически уходит в иной мир.
Для тупых, где разница между классическим балетом, современным балетом и современным танцем? Если уж так прям говорить, современный балет может быть на пальцах и в сторону такой неоклассики, а современный танец, он может босиком, ну, в принципе, это одно и то же. Вот просто жанр, стилистика, язык. Поэтому что-то еще можно назвать, притянуть к балету, потому что он с эстетикой, да, там фигуры, там данных ближе к балетным. А что-то, конечно, такие, как там выходят с топором на сцену, или Охада Нахарина, которые тела как из каучука, то явно это современным балетом не назовешь, это только назовешь современным танцем. Современный танец и классический, они уже давно не конкурируют и давно не параллельно идут. Они действительно уже давно перекрестились и соединились. То есть и нет такого, развиваются. что эти презирают этих, а эти презирают этих? Нет, они просто... Нет, во-первых, никогда не было презрения, они просто были параллельно, и каждый занимался своей линией. Но так как появились сейчас современный артист и современный репертуар театра, он базируется, если даже на классическом наследии, то это 70% наследия, а 30% все равно современный балет и балет сегодняшнего дня. Вообще современный балет — это... То есть это не то, что пришел и получил удовольствие. Это надо думать, это нужно действительно анализировать, это нужно... То есть это идет определенно не релаксация, а как раз-таки работа. То есть балет больше не для услаждения взгляда? Ну нет, если ты хочешь получить вот это эстетическое наслаждение, конечно, иди на Лебединое озеро. И поколения, то есть разделяются, да, кому-то сегодня молодежи, он скорее выберет как раз-таки Ахат Нахарина и Мацека, где топором рубят дрова. И это тоже минус, а не пойдет на Лебединое озеро, потому что без истории, без прошлого не было бы будущего. Ну а как? Это же вот нельзя просто раз и прыгнуть туда. Тут нужно как-то постучаться в их двери, позвонить по телефону, написать письмо, сказать «Здравствуйте». Не, ну сначала были постановки Форсайта в театре Наймайера, и Форсайт снял меня с премьеры. Это отдельная там история. И когда я поняла, что я не могу работать через театр, через директоров, через ассистентов. Я должна напрямую вот прийти и сказать, вот я хочу, вот давайте попробуем. Я вот абсолютно вот в любых, вот терзайте меня, испытывайте, и вот я готова, я вот как пластилин материал пришла, я хочу работать с вами, все. И когда я стала так стучаться, это достаточно очень тоже страшно. Когда... А вы при этом уже имя? Ну да, ну имя в Мариинском театре, но приехав в Нидерландский театр танца, это имя... Имя в Мариинском театре не производит впечатления в Нидерландском театре? Нет, они безумно с уважением к тебе отнесутся, но скажут... Во-первых, зачем вам это, почему вы здесь и как это... То есть это не пересекающиеся в тот момент были миры. И когда я написала письмо и сказала, что я приезжаю в Амстердам... Кому написали письмо? Лайтфуду. Да. И я увидела его работы в Мадриде и написала, что вот я хотела бы познакомиться. Ну, он ответил, ну, раз уж вы прилетели, давайте познакомимся. Но потом я выяснила, что, естественно, он ехал ко мне навстречу, чтобы вежливо отказать. Ну, то есть у них не было опыта, и вообще они очень скептически относились не только к русским классическим танцовщикам, но вообще к России, где они считали, не понимают и не принимают современный танец. Вот. И когда я ему рассказала про себя, про свои поиски, про свои, к чему я иду, почему я оказалась, то есть я не коллекционирую там, или не ставлю галочки еще одного хореографа, я действительно в серьезном поиске, мне нужно пробовать и искать именно вот что-то в себе новое, и встречаться с новой техникой, и работать именно непосредственно с хореографом. Но в итоге вот этот отказ, который они приготовили в кармашке, они меня спустили в зал, и не видя меня, они не знали, как я танцую, что, и даже кассету там не попросили посмотреть. Они тут же в зале показали мне ту работу, в которой я действительно мечтала и хотела станцевать. Это «Subject to Change». И они сказали, ну, Диана, только ты, все остальные танцовщики Нидерландского театра. Хорошо. Не со всей Маринкой переезжай к нам. Ну, это был уже проект, поэтому я просто хотела взять танцовщиков, естественно, из Маринки. Я говорю, ну я партнера привезу. Не, ну что ты? Я говорю, ну я привезу, ну пусть поучится, пусть посмотрит просто для кругозору.
Вот. Но в итоге я влюбила их в своего партнера, а потом говорю, поехали в Мариинский театр. Диана, нет, только танцовщики детей. Я говорю, ну хорошо, я могу вам показать Мариинский театр, я могу вам показать Петербург. Ну ладно. В общем, они пришли в театр и в итоге станцевали. И мы как-то действительно в театральном мире заявили о себе. Обучение классическому языку – это 8 лет. И ты не знаешь, что классическая танцовщица может танцевать модерн. И то, что по окончанию классической карьеры она замечательно может продолжить свою карьеру в современном танце. Это полная ложная и миф, и легенда. Наоборот, после того, как ты закончишь свою карьеру классическую, твое тело уже не способно вообще ни на что. Это определенная ломка, и ты должен пройти это изучение этого языка, этого стиля хореографа экстерном. Но образование классическое, серьезное, оно дает эту возможность, потому что вот этот фундамент, и если ты open mind, открыто к этим экспериментам над собой, над своим телом, над своей нейронной связью, потому что ты должен с этим всем договориться, когда ты уже в статусе примы, и ты уже достиг, и это очень трудно достигнуть этого Эвереста, ты это все должен забыть, ты должен понять, что ты сейчас вообще никто, ничто, и это очень трудно, потому что с нуля всегда трудно начинать, вы сами понимаете. То есть это получается, что ты начинаешь с нуля? Да. А ты при этом вот здесь? Да. Ну вот забыл, скинул, и тебе, во-первых, сначала станет намного легче, но потом станет намного труднее, потому что ты столкнешься с этими трудностями. И вот это отшелушивание, вот это раздевание тебя и внутреннее, и внешнее, вот эти метаморфозы с тобой происходят. Для меня очень важна вот эта эмоциональная составляющая, которая должна соответствовать именно твоему ракурсу пластики, твоему языку, твоему подаче этих эмоций. Я даже могу запах чувствовать через движение, понимаете? Я, видите, разговариваю, для меня важно это двигаться. Я вот как бы ощущаю на клеточном уровне себя. Значит ли это, что когда вы ссоритесь, например, со своим мужем Константином, вы можете ничего не говорить, и все это будет видно в ваших движениях? Ну, думаю, что если спросить у него, то да. Да. Это уже именно твоя индивидуальность, насколько ты на технику накладываешь еще свою вот эту пластическую индивидуальность, которую ты ищешь на протяжении всей своей профессиональной жизни. Кто и как вам помог найти свою пластическую индивидуальность? Ну, сначала это был мой педагог, с которым мы действительно искали, ради чего и почему ты двигаешь мысли, идеи твоей героини, твоего образа, да, Валентина Ковалева. А дальше, когда я именно стала встречаться с хореографами, они стали открывать мне мою суть, они стали взращивать именно... То есть я стала взращивать свою личность, они мне стали показывать грани этой личности и показывать, насколько я, во-первых, где-то даже просто хороша, где-то какие-то вот то, что задавливалось критикой, то, что совершенно задавливалось даже не только критикой со стороны, а тебя учили саму. То есть ты настолько самокритична, что тебе даже не дает какой-то момент это дышать и делать свое дело любимое. Настолько ты постоянно себя только критикуешь. Вот. И они... Кто первый сказал вам, что вы должны себя любить? Но это намного позже стало, вот именно диалог с собой, любить и слышать себя. А сначала мне просто сказали: боже мой, какие у тебя там красивые руки, какие у тебя красивые ноги. У меня? Да? Вы говорите честно? Я даже переспрашивала. Не с недопониманием просто в смысле. Вот, то есть какая-то вот это совершенно ракурс на тебя другого красивого какого-то лебедя, а не гадкого утенка. В первый раз это услышала в Америке. А вообще, когда я первый раз попала в Америку, мне предложили этот спектакль «Ромео и Джульетта», который я танцевала Макмиллана.
Когда я приехала на этот спектакль, я приехала в Нью-Йорк одна, без компании, вот одна, вот индивидуальный вот этот контракт. Я помню, как я рыдала, плакала, зачем я здесь, почему я здесь, зачем мне это все надо, когда можно было с театром ездить, с определенным прикрытием, с определенным, тебе ничего не надо было решать, какая-то вот ответственность. А потом я, конечно, очень оценила эту ответственность, свободу и понимание того, действительно, не что за тебя хотят, а так нас приучали. Ты не должен хотеть. Ты должен только делать. Тебе поставили, тебе сказали, делай. А вот принимать какие-то свои решения, это все абсолютно отрицательно воспринималось. В момент, когда я оказалась вот в этом самостоятельном плавании, сначала мне было жутко страшно, одиноко, но потом я извлекла огромное из этого плюсы и поняла, что вот оно, наконец-то я начинаю обретать себя. Но это вот было уже после там, где-то 27 лет, вот так вот, да. Ну, Нью-Йорк – это такой мегаполис, что происходит в Нью-Йорке, знает весь мир. Вот. И, конечно, его ритм и возможность вот этого дыхания, свободы, и когда ты можешь максимум своего потенциала, даже больше, чем ты можешь реализовывать. Вот там такой дух и атмосфера. Поэтому я очень сильно заряжалась в профессиональном смысле и очень какой-то получала совершенно другой опыт свободы внутренней. И потом приезжала сюда и с этим каким-то новым дыханием опять в наш серый Петербург. То есть вот эта смена тебя в других обстоятельствах, в компании, системе взаимоотношений, потому что туда я уже приехала, будучи, конечно, звездой уже такой балериной в статусе. Вот. И отношение к тебе совершенно другое, чем когда тебя здесь знают с детства, когда ты еще пришел гадким утенком, только потом стал лебедем. Вот, и это мне все нравилось очень. То есть это какое-то обновление тебя, и все равно ты часто оцениваешь, что думают о тебе другие, да, и как тебя видят. И почему-то то, что видели здесь, там кардинально по-другому я о себе узнала многое. Так же, как ты встречаешься с хореографом, который прежде всего тоже не смотрит на твой там статусность или кто ты. Да, он чисто информацию, так как биографию прочитает, но он смотрит, кто ты внутри. И он тебе совершенно заново открывает тебя по-новому, и это очень сильно тебя мотивирует, ты совершенно по-другому начинаешь дышать другим кислородом, и все какие-то неуверенности или вот эти остановки того, что хочется все бросить, они уходят. Что отличает нас от иностранцев, от западных людей? Ну все, во-первых, смотря какая страна. Система координат, система функционала финансирования. От функционала финансирования зависит и график работы. Все отличается. И уроки отличаются, если уже говорить там о профессиональной стороне. В Америке ты не можешь готовиться вот просто к спектаклю, ты готовишься и выходишь на спектакль репертуарный. Нет, у тебя определенный срок, 8 недель Метрополитена, и там 8 недель ты готовишься. И ты готовишь в скопе все спектакли по 8 часов в день, и вот это вот накапливаешь, а потом нон-стоп 8 недель вот так танцуешь. И для меня это совершенно, как для русской артиста, который не привык к такой работе, это было... А в России как? А в России вот у меня спектакль, через 2 недели я его готовлю. Если это премьера, ты готовишь там месяц или 1,5 или 2, в зависимости от масштаба спектакля. Вот. А в Америке нет. Там все вот каждый час, и вот это вот ты накапливаешь вот эту систему работы, а потом ты нон-стоп арендуется театр, у них нет своей площадки, и это совершенно для меня неприемлемо, потому что мне нужно вот себя подвести к определенному пику, выдать, потом мне нужно отойти, мне нужно там, я не знаю, несколько дней я прихожу в себя, я в такой степени вживаюсь эмоционально, что я не могу на следующий день раз и переключиться, и уже другой спектакль, и уже другой состав, и другая репетиция. Вот, поэтому я очень сильно как-то сначала не могла внедриться, но так как у меня было определенное положение гостя, я уже стала диктовать. А так как ты приносишь деньги, ты собираешь залы,
то к тебе будут прислушиваться. Не потому, что ты такая прекрасная балерина. Нет, это одна сторона, но вообще другая сторона – это бизнес. Не прекрасная балерина и не приносит деньги. Ну да, но нет, но есть еще, понимаете, тоже. Они смотрят, какой ты работник, какой ты коммуникабельный человек или нет. Если будет какой-то разлад в коллективе, все, полетит все. Если ты приходишь и жалуешься, у тебя что-то болит или ты что-то не можешь, как у нас в России принято, этот человек не вхож будет. Если человек интригует? Тоже не вхож. Быстро раскусят тебя в этом, и тебе не продлят контракт. То есть все то, что в наших театрах возможно, там нет? Не потому, что они такие прекрасные, потому что это мешает рабочему процессу. А время – деньги, и время ограничено, и никто не должен грузить своими проблемами. Все хорошо, все работают, и всем создают максимум условий для прогрессивной работы. Здесь все по-другому. Здесь тяни, толкая, кого-то поджать, кого-то ужать, кого-то навредить, кого-то... И на все это хватает времени у нас здесь. Там нет. Но вы сами ушли из американского театра балета. Почему? Пришло время смены поколений. Это, как мы говорили о том, что это нужно очень важно делать. То есть мое поколение артистов стало уходить. Приходит новое поколение. Оно иногда даже тебе не созвучно. Причем они выросли на тебе, и как бы ты их хорошо знаешь. Но есть всему свое время. Я хотела попрощаться именно с тем репертуаром на пике возможностей того, что я могу сделать в этом спектакле. Я прощалась с Евгением Онегиным, со своим любимым партнером. Это был невероятный праздник для меня, для зрителей, для этого периода времени. 13 лет – это целая жизнь, это полкарьеры. Поэтому это было великолепное завершение. И очень жаль, что у нас не прощаются именно так с артистами. Кто должен сказать артисту, что пора? Это делает или артист с руководителем, но бывает это очень болезненная история. Для меня это не было болезненной, потому что у меня есть Мариинский театр, у меня есть куча проектов и возможностей продолжать дальше свою танцевальную историю. Кто-то питается, я не знаю, может, идет в образование, кто-то забывает балет, я не знаю, или обстоятельства травмы, или вообще личные обстоятельства. Он находит в другом себе какую-то самореализацию. Я понимала, что Ульяна Лопаткина же вообще ушла из балета. Да, невероятно просто для меня это. Но с другой стороны, видите, у нее всегда был этот талант, она прекрасно рисовала. То есть она решила раскрыть в себе еще один, наверное, талант и вообще уйти совершенно в другую, да. Так страшно. Невероятно просто. Что-то, я не знаю, Ульяна такая тоже глыба у нас внутри, это не столь открыто, и, значит, ее что-то на это сподвигло, значит, она себе абсолютно, это не импульс, это не эмоция. Я понимала, что в ABT с их системой координат, с их рабочим графиком, я просто уже... То есть это называется убивать себя. Зачем? Зачем, когда ты еще можешь сама себе пригодиться, семье пригодиться и своему делу любимому пригодиться? Зачем классическая балерина, у которой все хорошо? Зачем ей этот современный фестиваль? Для чего она это делает? Что ей не хватает? Значит, чего-то не хватает, значит, чего-то широта взглядов меняется. И ты понимаешь, что развитие не только по балетной, артистической в коробке прекрасного Мариинского театра. Ты уже вырос из этого. Я уже не только как артист балета, я уже, конечно, как организатор, как человек, который... Как продюсер. Продюсер, да, всех молодых хореографов. Мы же не просто приглашаем на 1 год, мы бы дальше их ведем, мы дальше предлагаем им возможности, даем шансы работать, открываем на большого зрителя, работать на сцене с профессиональными звукооператорами, художниками, дизайнерами, композиторами. И это уже тебя уже совсем по-другому, конечно, ты видишь этот масштаб и понимаешь, здорово, это определенный прогресс, ты как уже единица этого прогресса.
фестиваль занимается и тем, и другим, и хип-хопом, и даже джазовыми уже какими-то тоже мы все это стараемся как-то вот зачем? разнообразить. Зачем? Ну, в контексте это прежде всего объединение вот этого танцевального сообщества. Вы снимались в кино. Ну, это было артхаусное кино. Но это было кино, это был Хамдамов. Все-таки. Это была великолепная встреча с «Подарок судьбы». Вы никогда не думали о том, что вы могли бы невероятным образом себя проявить в драматическом искусстве? Но это другая профессия. Я очень скептически отношусь, когда вижу самодеятельность в профессии. Другое дело, поэтому, когда Хандамов, я понимала, что это артхаусное кино. Потом я понимала, что это Хандамов, это художник, прежде всего, режиссер-художник. Я видела, как он видит образно, и, конечно, понимала, что он из меня сделает, вот можно сказать, потребительский, но он образно сделал из меня вот этот вот свой персонаж. А больше в кино сниматься не предлагали? Если поступит предложение от таких художников, как важно довериться, важно понимать, что пусть ты будешь для них материалом, но чтобы это выросло в профессиональный или в момент искусства, или в момент важного действительно профессионального, чтобы я не была там просто Диана Вишнева, которая решила попробовать себя там в кинематографе. О стереотипах. Какие художественные фильмы о балете вам понравились? Вот, например, вы смотрели фильм «Большой»? Да. Нет. Это очень все штамповано, стереотипно, хотя, видимо, как-то погружается режиссер, но как-то, видимо, недостаточно. В этом надо повариться, поэтому надо пожить. Это не просто прочитал какую-то литературу, поговорил с какими-то артистами. Но вообще документальные фильмы, такие как «Мистер Гага», Вендерса, Пина, Кеннингем сейчас вышел. Угу. То есть, конечно, это очень... в смысле, честные, поучительные и достаточно это образовательные, просвещающие фильмы. Как приучиться? Я понимаю, что у вас этой потребности нет в итоге, но когда я смотрю балет, мне все время кажется, что проще бы она уже сказала. Как научить свое тело разговаривать? Но если вам так хочется, чтобы она наконец-то сказала, значит, это вы не на правильную балерину пришли, не на правильного артиста. Угу. Хороший спектакль, когда ты смотришь и понимаешь, что у тебя идет речитатив и текст. То есть человек не говорит, а у тебя такое ощущение, что он говорит. Вот тогда, значит, это правильный выбор артиста или правильного уровня спектакль. Вот на что должен идти человек? На хорошую постановку, на труппу калибра, естественно, там, Мариинского Большого театра, на знаковые спектакли прежде всего, да. То есть если мы говорим о классическом репертуаре, как в Большом театре, как можно не посмотреть там «Спартак» или как в Мариинском театре не посмотреть там «Лебединое озеро». А чтобы понять современный балет, что нужно смотреть? Как можно просто чаще. Во-первых, тоже есть знаковые, есть те хореографы, которые признаны уже мэтр, гуру, как их там назовете, их там 5 человек. Форсайт, Хатнахарин, Мацек, Килиан. Но они уже уходящие, которым по 70, за 70 лет. Сейчас такие же Лайтфуд, Гёке, Марко Гёке. В неоклассике, да, это Ратманский. Конечно, невероятно сейчас востребованный.
такое пространство. Мы его разделили на 2 зала с такой заглушкой, которую мы долго ждали, чтобы она блокировала звук и музыка не мешала с одного зала в другой. Проектор, где можно проводить лекции, встречи. В общем, эта студия, да, объединяет людей. Она уже создает такое сообщество. Люди дружат, приходят, пробуют разные направления. Это не студия классическая, балетная. Нет, это не студия, как в Нью-Йорке школа, всего. Да, это разные направления. И классические, современные, детей, взрослых, 50+. Это люди, которые когда-то мечтали и не могли себе позволить. В наше время такое не было возможности. То есть если человек придет в Петербурге, в Новую Голландию, в студию Дианы Вишневой, у него есть шанс встретить здесь Диану Вишневу? Конечно. Я могу здесь и репетировать, я могу здесь и заниматься. В основном приходят и благодарят, что есть такое пространство. Кто у вас вообще здесь преподает? Очень профессиональные. Это вот могут быть мои однокурсники, это могут из быть Вагановского? Да, конечно, да. Это могут быть из Михайловского театра, это из Мариинского театра. И разные растяжки. Вот, например, гамаки преподает вообще хореограф. Поэтому она вот занялась этим направлением, а вообще она сама и хореограф, и танцовщица, и вот занимается гамаками. Для меня вот эти вот впечатления, которые я получала во время карьеры, когда, будучи оказавшись первый раз там в Америке, в Нью-Йорке, я пришла в студию, и где профессионалы и любители были вместе, где тут же занимался Михаил Барышников, где тут же занимались все актеры, артисты из лучших компаний. Я не поняла, почему они занимаются в театре, а ходят в студии на Бродвей. И в итоге я сама стала ходить, и 13 лет, будучи с контрактом ABT, я ходила и в ABT, и время удобное, или тот или иной ABT – это американский театр балета. Да. И это студия, где есть и пилатес, и йога, и джаз, и степ, и все эти направления на меня произвела колоссальное впечатление, когда я рядом стою, человек стоит, я вижу, что он совершенно профессии не балет, я его спрашиваю, или человек просто на каталке тут же занимается с тобой. То есть вы можете в одном зале на растяжке стоять, там вы, Барышников, и человек, который... Пожарный, да, который не имеет никакого опыта танца. Да. Или человек, которым просто какая-то детская мечта была, что он хочет быть артистом или балериной. И вот он в 50 лет захотел, и у него есть эта возможность. И дается совершенно профессиональный, невероятно тяжелый урок. И эти люди, они стоят рядом, и самое главное, никто ни на кого не смотрит, никто никого не оценивает. Каждый занимается в меру своих возможностей, способностей и своего интереса к этому жанру. Балетную осанку все хотят иметь. Я опять выпрямлюсь. Ее можно иметь в любом возрасте, да. Просто это главное желание, горение, страсть внутренняя. Так же, как и у профессионального артиста, так же и просто человека. Как сделать осанку? Ну как, вот подходишь к палке, становишься, оно уже как-то выпрямляется, да? То есть, У меня не выпрямляется? если ты даже руки держишь, во-первых, нужно сконцентрироваться и контролировать. Надо слушать и слышать свое тело, насколько ты его хочешь выпрямить, да? Ты находишь свою шею, свои плечи, свою спину, и потихонечку ты себя как скульптор внутренне вот так вот мышцы выстраиваешь. Вот, слышишь, это плие называется выворотность. Коленки упаду. Попку вниз, коленки в сторону. У тебя сразу вытягивается позвоночник, у тебя сразу подтягивается шея, подтягиваются мышцы на лице. Да, это все очень взаимосвязано. Получается, сейчас, если кто-то не поступил в Вагановскую, он может сюда прийти? Да, во-первых, он может все равно и за советом обратиться, и вопросы какие-то, и как, потому что у родителей возникает, так же, как у моей мамы в свое время возникает, а нужно ли, а как? Вот ты все равно даешь какие-то советы. Вы чувствуете в себе потребность передать какой-то опыт, чему-то научить? Ну, во-первых, то, что я создаю, это уже я что-то передаю, но если у меня есть время, я уделяю, и мне нравится работать с профессионалами, конечно, я очень много чем могу поделиться и облегчить, самое главное, их жизнь и внутреннюю, и профессиональную. Потому что, конечно, я очень много знаю определенных секретов и определенной вот этой свободы, и чтобы человек действительно прежде всего нашел себя, любил себя, договаривался с собой и был в диалоге. Потому что вот это не совсем нас учат. И ты все время в каком-то таком напряжении, и все время ждешь с опаской, что сейчас что-то со стороны прилетит тебе.
Вот, ну. Так всегда кажется, что пуанты должны выглядеть очень красиво, такая Ну, вот они золушка. новенькие, как бы, Да-да-да, да. а это вообще ужас. Ну, они, да, вот это... Я в них танцевала в «Кармен» в Мариинском театре 5, 7, 19. Это они после одного спектакля такие? Да. Мгм. А как, конечно, они, в принципе, такие одноразовые. Мне страшно представить себе, что у вас с ногами в этот момент. Несколько последних вопросов. Если бы вы выбирали, кем родиться, мужчина или женщина, кем бы вы выбрали? Однозначно женщины. Почему? Мне кажется, это такое чудо. И когда женщина может дать продолжение рода и вообще красота. Я человек-визуалист, мне кажется, хотя мужчины тоже красивые могут быть, но нет. Но женское начало – это что-то такое земля, родина, все женского рода. Чем мужчины на самом деле отличаются от женщин? Ну, слушайте, всем. Это вообще с разных планет люди. Не, ну как? Ну, они очень дополняют друг друга, очень важны, нужны. Инь-янь, это, как говорится, это, в это можно зарыться. Вот. Просто у кого-то превалирует, может, мужское начало у женщины, а у мужчины может превалировать женское начало. Тоже главное найти друг друга, чтобы была вот эта вот пара. Это вот, я говорю, мне безумно, не только там с мужем, я еще и, у меня браки такие на сцене, когда партнер – это твой муж на сцене, можно сказать. Потому что вот это найти вот эту химию, как мы называем в нашем профессиональном цеху. То есть если у тебя есть с партнером химия на сцене, это не то, что вы близкие друзья в жизни. Нет, это вот именно за счет пластики, за счет искусства пластики, которую вы транслируете, возникает вот эта химия на зрителя, то это вот твой такой муж болеть. Я совершенно одарила судьба не одним партнером таким. Выбор. Маринка или Большой? Невозможно выбрать. 2. Я же максималистка, да. Хорошо, 2. Классический балет или современный? Кросс. Милосердие или справедливость? Ну, одно без другого не может быть. А мне нравится, что вы ничего не хотите выбирать. Вы хотите все. Да. Мои аплодисменты. Да не то, что я хочу все. Я вот хочу, я ищу в этом гармонию. В том-то дело, что не все я хочу. Я сегодня за милосердие, а завтра буду за правду. Это в предлагаемых еще каких обстоятельствах. Вот, поэтому сегодня я буду жалеть Одетту, а завтра я пожалею Адилию, потому что она заложница обстоятельств, в которые ее поместил Ротбард. Это не то, что я так это буду, да, как флюгель лавировать. Нет, я как раз наоборот в этом вот за честность и за правду. Но я могу осуждать также и белого лебедя в безвольности. Надо было настоять, надо было рассказать более правдиво и четче свою историю, внятно. Ты же видела, что принц не понимает? Спасибо огромное. Наконец-таки лебедь заговорил.